Друзья, приветствую вас! Сейчас будет важная информация, а затем мы перейдем к рецепту. У многих возникли проблемы с просмотром видео на YouTube. Я нашла решение и открыла канал на Boosty платформе. На Boosty вы можете смотреть видео в высоком разрешении и без каких-либо проблем. Все видео, которые изданы у меня на YouTube канале, будут продублированы и постепенно изданы в Boosty. Поэтому подписывайтесь на мой Boosty канал, переходите по ссылке, которая будет в описании и в первом закрепленном комментарии. Друзья, даже если у вас нет проблем с просмотром видео на YouTube, то рекомендую подписаться на мой Boosty канал, поскольку там я буду издавать уникальные эксклюзивные видео, которые еще не изданы нигде. Но и не забывайте подписаться на YouTube канал, если вы не подписаны. Я на нем буду тоже издавать видео, но уже после Boosty. А сейчас переходим к рецепту. Сегодня мы с вами приготовим удивительно вкусный клубничный зефир с пониженным содержанием сахара по уникальной технологии, уникальному рецепту. И хотя зефир будет делаться по классической технологии, мы не будем использовать яблочное пюре и не будем уваривать ягодное пюре. Благодаря этому зефир полностью сохранит аромат и вкус клубники. Итак, приступаем. Для приготовления зефира нам понадобится клубника 280-300 граммов, клубника в свежем или замороженном виде. Из нее мы приготовим 250 граммов клубничного пюре, 2 порции сахара, порция на 100 граммов, она предназначена для белков и яиц, и порция на 300 граммов, она предназначена для сахарно-агарового сиропа. Агар-агар 10 граммов. Белки яиц 56-60 граммов. Это 2 белка яиц первой категории. Пектин 10 граммов. У меня яблочный пектин, но можно брать и цитрусовые. Щепотка соли, щепотка лимонной кислоты. Клубнику перекладываем в стакан и пробиваем ее блендером. Клубничное пюре перекладываем в кастрюлю и ставим на плиту. Нагреваем клубничное пюре до теплого состояния, градусов до 40. Пектин добавляем 1 столовую ложку сахара, беря ее из 100 граммов, и тщательно перемешиваем. Нагрев клубничное пюре до температуры 40 градусов Цельсия, струйкой, дождичком сыпаем пектин и тщательно размешиваем. Продолжаем дальше мешать и доводим клубничное пюре до закипания. Клубничное пюре закипело, варим 1 минуту и снимаем. И теперь, друзья, сняв с плиты клубничное пюре, убираем его на 15 минут в морозильную камеру. Оно нам нужно холодным. И пока у нас остывает клубничное пюре, подготовьте инвентарь. Вам нужен поднос или противень, на который надо положить лист пергаментной бумаги. На пергаменте нарисуйте круги. Это контуры вашего будущего зефира. Размер произвольный. У меня достаточно крупный, 6,5 см. Кроме этого, нам понадобится большой кондитерский мешок. Кондитерский мешок из плотного материала не менее 45 сантиметров. Насадка звезда. У меня французская звезда. Не обязательно брать такую насадку. Нужно брать любую звездчатую. 1Б, 1А и так далее. Кроме этого, понадобится стакан, в который надо поставить кондитерский мешок. И еще нам нужна лопатка, которую вы будете перекладывать зефирную массу в кондитерский мешок. И также нам понадобится миксер. Этот зефир можно готовить как на стационарном миксере, так и на ручном. Друзья, клубничное пюре охладилось, и теперь в дежу миксера мы добавляем белки яиц, 100 граммов сахара, щепотку соли и охлажденное клубничное пюре. И мы будем с вами делать, у кого планетарный миксер, 2 действия одновременно. Взбивать белки в клубничном пюре и варить сахарно-агаровый сироп. У кого миксер ручной, то сначала взбивает белки вместе с клубничным пюре. Взбивать нужно до устойчивого состояния. Вы должны перевернуть чашу, и ничего из нее не должно выпадать. Теперь в кастрюлю с толстым дном мы добавляем 180 мл воды и весь агар и ставим на плиту. Агар мешает непрерывно, иначе он пристанет ко дну. Агар превратился в гель, и теперь мы сюда
В кастрюльку добавляем 300 граммов сахара. У кого ручной миксер, к этому моменту к варке сиропа взбил белки яиц с клубничным пюре. А у кого стационарный, мы будем включать миксер, как у нас закипит сахарно-агаровый сироп. Сахарно-агаровый сироп мы варим до температуры 110 градусов Цельсия или проба на тонкую нить, у кого нет термометра. Я покажу. И этот горячий сироп при температуре достижения 110 градусов мы будем вливать в пюре с белками яиц, которые в это время продолжают взбиваться. Но они уже в готовом состоянии, в стабильном. Я покажу это состояние. Сироп уже закипел, я включаю миксер. Взбив до побеления, наша масса приобретает бледно-розовый цвет. Мы добавляем щепотку лимонной кислоты и продолжаем дальше взбивать. Друзья, я вам показываю степень готовности нашего пюре, как мы должны его взбить к моменту вливания сиропа. Переворачиваем чашу, и из нее ничего не выпадает. Продолжаем дальше взбивать на низкой скорости. Мы достигаем температуры 110 градусов Цельсия, показываем тонкую нить, поднимаем лопатку, и из нее течет тонкая непрерывная ленточка. 110. Горячий сахарно-агаровый сироп вливаем медленно, не широкой струйкой и не попадая на винчик миксера. Миксер работает на скорости 2/3 от максимальной. Влив сироп, миксер включаем на максимальную скорость и взбиваем до охлаждения зефирной массы до 50 градусов Цельсия. Готовую зефирную массу перекладываем в кондитерский мешок. Охлаждение зефирной массы до 50 градусов Цельсия необходимое ее условие готовности, но недостаточно. Готовая зефирная масса должна отделяться от стенок чаши миксера, и в ней должны образовываться полости. Кондитерский мешок держим перпендикулярно столу и отсаживаем зефир в форме завитков. Друзья, зефир отсадили. Теперь отправляем его на стабилизацию от 6 до 12 часов. Время стабилизации зависит от температуры и от влажности воздуха. Встретимся позже. Друзья, зефир стабилизировался. Ну что, снимаем зефир, соединяем по половинкам, кладем на блюдо и будем с вами дегустировать. Неблагодарное дело описывать вкус этого зефира. Невероятный аромат клубники и чудесный ее вкус. Они полностью сохранены. А какая структура? Более нежной структуры я не встречала. Вы подносите штучку зефира к рту и ощущаете этот головокружительный аромат. Откусываете кусочек, и зефир у вас просто тает во рту. Вы съедаете одну зефирину и не замечаете, что вы ее съели. Только ощущение счастья и восторга. А когда попадаются очень мелкие косточки клубники, то это наивысшее наслаждение. Поверьте мне. А ваша рука непроизвольно тянется за следующей штучкой зефира. Попробуйте. Приготовьте, и вы убедитесь в этом сами. И у вас он обязательно замечательно получится, потому что вы гениальны.